Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. Сегодня очень важная, интересная тема. По многочисленным просьбам снимаю для вас это получение водительских прав. Интересная тема, потому что очень часто кто сюда переселяется, переезжает, первым делом сталкиваются с тем, что наши права недействительны. Пока вы являетесь, друзья, туристами, ваши права вы можете ездить, если у вас они международного образца особенно. Вы можете взять в аренду автотранспорт и ездить по городу. В Дубае очень и вообще в Эмиратах очень дружелюбно в этом плане, больше, скажем, для автолюбителей, чем для пешеходов. Да, страна создана, все условия и очень хорошие развязки, дороги, поэтому вам будет очень комфортно ездить за рулем. И вторым этапом, после того, как вы получили визу резидента, у вас возникает вопрос получения водительских прав. Итак, друзья, для того, чтобы получить водительские права, вам в первую очередь необходимо приготовить определенный стандартный пакет документов, где ваш ID будет, ваш паспорт, фотографии. И самый главный документ, друзья, который касается именно получения водительских прав, это справка о том, что у вас все в порядке со зрением. Это вы можете получить в любой оптике, в основном в молах даже есть, это пройти тест на зрение. Итак, собрав определенный стандартный пакет документов, среди которых, кстати, не забудьте, будет ваша фотография, вы идете в школу, где формируют определенный пакет ваших документов, вам дают номер студента, и вы приступаете к обучению. В Дубае существует несколько школ, друзья. Если у вас виза резидента, например, в другом Эмирате, вам нужно будет искать школы именно в том Эмирате. Это тоже очень важный момент, на который вы должны обратить внимание, когда вы делаете визу резидента. Стоимость получения водительских прав – это очень интересная тема, друзья, потому что нет определенной единой стоимости. Во-первых, стоимость зависит от того, есть ли у вас свои водительские права и стаж в своей стране. Если говорить в часах, друзья, это 10 часов, это если свыше 5 лет, это будет 15 часов, если от 2 до 5 лет у вас стаж, и в целом 20 часов это для тех, кто вообще не имеет никакого стажа. После того, как определяется количество часов, определяется именно стоимость урока для вас. Соответственно, чем меньше уроков, тем дешевле для вас обойдется обучение. Друзья, в целом обучение начинается от $1000, если в целом грубо для тех, кто имеет стаж в среднем от 5 лет. 4900 дирхам, это на данный момент, пока я снимаю видео, возможно, сейчас уже цены изменятся, вы тоже уточняйте, пожалуйста, на момент, когда вы будете сдавать. Но в целом 4900, 5000 дирхам – это стоимость для новичка стандартного пакета, когда вы идете обучаться по общим основаниям, без никаких ускоренных или каких-то упрощенных режимов, которые также существуют для тех, кто очень торопится, кто готов заплатить больше и хочет пройти и получить права быстрее. Кстати, там стоимость начинается от 11 тысяч дирхам. Если вас заинтересовало, вы можете написать отдельно, я вам подскажу, как это сделать, но в целом есть разные опции, которые дают вам именно возможность получить права либо дольше и уже на общих основаниях, либо быстрее, но тогда в упрощенном порядке за большую стоимость. Итак, друзья, вы собрали пакет документов, у вас готова оценка уже, вы стоимость, бюджет определили, записались в школу, вам нравится школа, и после этого вы приступаете к занятиям. Итак, друзья, к чему вам надо быть готовыми? Вы будете сдавать экзамены. У вас будет всего экзамен теория, паркинг. 3 экзамена будут в школе. Это в той школе, в которой вы сдаете. Это более, так скажем, упрощенные экзамены. Но потом вы будете сдавать непосредственно инспектору RTA, да, дорожного, скажем, органа. Долго не буду вам переводить, но в целом вы будете сдавать уже более серьезный этап экзаменов. Друзья, здесь такой интересный момент, у меня часто спрашивают, если я не знаю язык или затрудняюсь сдать теорию, то вам могут теорию, в принципе, с переводчиком, за которого вы доплачиваете, вы будете сдавать теорию с переводчиком с русского, ну, с англо-русского переводчика вы можете себе взять за дополнительную плату. Также есть опция, возможно, попросить себе русскоязычного инспектора, друзья, то есть инструктора, кто будет помогать вам в обучении навыкам вождения. Очень важный момент здесь отметить, что вне зависимости от того, что вы умеете водить машину, что вы уже давно водитель со стажем, непосредственно приезжая в Эмираты, у вас заново вас будут обучать. И здесь существуют определенные техники вождения, на что обратить внимание. Вы будете сталкиваться с таким понятием, как head check, то есть вам нужно будет проверять зеркала,
И это очень важные такие мелкие нюансы, которые будут на экзамене иметь существенное значение. Как мне самой говорили инструкторы, и как вам будут в последующем говорить, неважно, что у вас уже сформировались свои какие-то привычки, что вы водите лучше своего инструктора, может быть автотранспорт, но здесь нужно, для того, чтобы экзамен сдать, вам нужно просто соблюдать порядок, сделать, как они хотят, и сдать экзамен и получить свои права. Итак, вы после того, как вы сдали теорию, вы только после этого приступаете к занятиям непосредственно с инструктором, друзья. С инструктором вы будете заниматься определенное количество часов, и по срокам, если у вас стандартный пакет, это будет длиться либо 1,5, либо 2 месяца, потому что, как правило, инструкторы заняты, надо будет вам соразмерно расписание как-то их находить, чтобы оно соответствовало вашим возможностям, и таким образом может растянуться даже до 3 месяцев. Бывают люди и на 6 месяцев растягивают, проваливают экзамены. Кстати, если вы проваливаете экзамены, вы должны понимать, что за них тоже доплачивается. Одно дело, если вы провалили школьный экзамен внутри самой школы, то вы платите чуть меньше, около 100 дирхам. Если вы провалили основные экзамены, да, где вы сдаете непосредственно инспектору дорожного инспекции, то вы уже оплачиваете чуть больше, это около 300 дирхам. Основная сложность, друзья, экзаменов является в том, что мы, как правило, не соблюдаем режим, там, парковаться надо, тормозить на определенной скорости, надо научиться навыкам, которые для них являются существенными, на которые они именно вас проверяют. У вас будет парковка, и у вас будет также экзамен, когда вы выезжаете, и вас проверяют, как вы себя адекватно ведете на дороге, как вы вовремя переключаете сигналы, поворотники и так далее. То есть все эти нюансы, как вы уверенно себя чувствуете рядом с инспектором, это будет очень важно. Итак, друзья, после того, как вы прошли свое количество часов, когда вы сдали все экзамены, после этого самого процесс получения водительских прав, это очень быстро. Как только вы сдаете инспектору и проходите финальные все этапы по сдаче экзамена, одного за другим, друзья, если вы проваливаете один экзамен, вы можете его сдавать несколько раз, доплачивать, и очень часто бывает, что люди с этим тоже очень много стрессуют, но этого не избежать. Поэтому бывают люди, которым очень проще заплатить большой пакет и безлимитно, просто есть такая возможность, когда вы можете сдавать безлимитно экзамены, то есть нет необходимости оплачивать за каждый провал, но в этом случае вы просто изначально покупаете больший пакет на большую сумму. Друзья, здесь очень много значения имеет именно субъективный фактор, как вы себя поведете, какой инспектор вам попадется, какое бывает настроение иногда бывает, как вам дорога, посчастливилось найти дорогу, может быть, это день был такой вот неудачный. То есть очень много таких чисто субъективных факторов могут повлиять на получение вами водительских прав, но этот этап неизбежен, его надо пройти и получить. Итак, друзья, как вы понимаете, у каждого свой опыт сдачи экзаменов, можете поспрашивать, у людей, у каждого опыт разный, кто-то сдает быстро и легко и просто, кто-то действительно с этим мучается, но вы должны понимать, что если вы затянули с экзаменами, затянули с возможностью сдачи, то вам опять надо доплачивать, иначе у вас просто аннулируется или блокируется вам возможность сдачи, если проходит определенный промежуток времени. Друзья, это была основная информация по получению водительских прав. Конечно, у нас всегда хотят получить все быстро и просто, но не всегда это получается. Однако существует определенная возможность, когда вы можете ускорить свои процессы. За этим, конечно, нужно уже отдельно обращаться. В частном порядке можно будет подсказать, как в вашем случае конкретно можно это ускорить. Всем желаю удачи на дорогах в том числе, и спасибо за внимание. С вами была Айман Ескараева, юрист Дубай. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Ютубе, ну и в Телеграме подписывайтесь, где я на постоянной основе выкладываю все изменения в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов.